Всем привет, друзья! Сегодня 9 мая, всех с праздником. Играет музыка, вокруг люди празднуют Великий День Победы. Я вас всех тоже поздравляю. Всем добра желаю, счастья, здоровья и самое главное, мирного неба над головой. Сегодня у нас на повестке дня замечательный сазан. Смотрите, какой красавец, просто красавец. Семейство Карповых у нас мы называем сазан, потому что дикий — это с уважением, это как бы то, что водится у нас вот в реке непосредственно, никто его не выращивал, не запускал, может быть где-то когда-то убегают карпы из прудовых хозяйств, мы здесь привыкли называть в прудовых хозяйствах карпами, ну а это чисто сазан, как бы он ни выглядел, это действительно по-нашему сазан. Ну и в мае традиционно, как же без нашей красавицы каспийской селедки. Посмотрите, какие заломы. Конечно, может быть, уже не те, которые были в 90-х, 80-х, но все-таки примерно по килограмму каждая до локтя. Вот, смотрите, просто вот от кончика пальцев до локтя. Селедка залом. У нас ее именно в нашем районе, крае ловить запрещено. Нерестового запрета сейчас нет. Ну а пока я сейчас буду снимать чешую, думаю, этому процессу вас учить не нужно, хотя немножко, наверное, покажу. Предлагаю вам посмотреть буквально пару минут, как был пойман этот сазан и добыта эта селедка. Таких эмоций с поимкой данного сазана мне не забыть никогда. Вот это доброе утро рыбака, когда утро начинается не с кофе. Ха, угадал. 8 килограмм, 800. Вот такой сазаняка. Вот, ребят, настоящий каспийский залом по локоть, селедка по локоть, мороженое с Дагестана. У нас ловить запрещено, с Дагестана везут, вот такая красавица. Каждый, наверное, под килограмм. Сейчас посмотрим. Ну, почти угадал. 600-500. Ага, спасибо. 2 селедки на 2 килограмма. Ну и так как мы находимся непосредственно на воде, не могли, конечно, и не забросить удочку. Удочка стоит на жмых с подсадкой зеленого червя, стоит колокольчик. В принципе, запрета сейчас весеннего нет. Сегодня 9 мая, запрет начинается только с 16 мая. Лови сколько хочешь, просто рыба уже, конечно, идет в полои, в нерест, в ерека. Удочка заброшена, рыба есть, можно готовить. Для начала разделаемся с селедкой. Чистить ее одно удовольствие. Вы можете то же самое делать просто в раковине, либо в тазике с водой. Кто-то обдает просто кипяточком, и чешуя сама слазит. В принципе, процесс не важен. Мне нравится, конечно, вот так в речке помыть. И заодно моешь, и как бы чистишь. Она легко отходит, даже просто перчаткой. Вон, насколько нежно. Ну вот уже первая готова, также и второй. С селедкой очень все просто происходит. У нас любят ее именно за процесс приготовления, за ее свойства. В ней содержится очень много омега-3. Одна сплошная польза.
делаю надрез вдоль хребта. Процесс приготовления такой у нас зовется селедочка двухчасовая. Не знаю уж как с атлантической, но я думаю, все тоже ровно самое можно проделать. Вдоль хребта разрезаем. Почистил я ее для того, чтобы просто чешуя не лезла в рот именно в тот момент, когда будем ее есть. А иногда мне так нравится ее употреблять, что я просто со шкуры ее съедаю. Надрезаем ребра. Не занимаюсь я такой ерундой, как вырезанием ребер. Этого там в атлантической, которая посолена в рассоле, можете делать там, вырезать их. Здесь важно сохранить немножко структуру. Видите, сделал надрез головы. И практически уже раскрытый пласт получился. Вдоль позвоночника, вдоль хребта, кто как называет. Конечно, для рыбы больше свойственно называть хребет. Ой, как жирно, блин. Таким образом у нас удаляется хребет. Раскрываем нашу селедочку. Вот такая она у нас красивая. Это икра. Я ее, знаете, можно, конечно, и посолить, и на хлебушек положить. Убираются внутренности. Вместе. Удаляются внутренности вместе с жабрами. Вот так вот раз. Опа! Самам. И теперь вот эта красота отправляется в воду на хорошую промывку, чтобы было белым-бела. Желательно набрать воды в таз, в любую емкость, и там ее немножко отмочить, чтобы кровь лишняя ушла. Ну и то же самое повторим со второй селедочкой. Осталось совсем немножко. Извлекаем из воды, делаем аккуратные надрезы, как мы любим есть селедочку кусочками, да, чтобы потом можно было отделить аккуратно. Не знаю, даже больше, наверное, уже традиция. Всегда вот наши деды вот так надрезали, так красиво, чтобы она подвялилась, потом сушилась, и потом эти же надрезы служат для разделения рыбы на части. Ну а теперь буквально немножко соли вниз на блюдо, либо там в чашке в какой-то будете солить. Укладываем нашу селедочку. Вот так красиво легла. И сверху посыпаем солим. Пыш, не тряси палубу. Вот красиво как. О, я бы сейчас уже сырой ее съел. Время посолки всего лишь 2 часа. Повторю это несколько раз. Даже для такой крупной рыбы. Вы видите, сам по себе пласт получается не особо крупный. Можете добавить, конечно, сюда любые специи, если вам нравится. Все что угодно. Только скажу, что за 2 часа рыба особо специями не пропитается. А потом вы смоете все эти специи и, ну, может быть, только в голове у вас останется, что они были, и вам будет вкуснее. А так вот, селедочка хорошенько со всех сторон просолена, просыпана солью. Голова, чтобы нигде не оставались такие места, знаете, кровяные. Все везде просыпаем. От души так, соль не жалеем. Соль, хотя бы соль еще стоит недорого. Засекаем 2 часа. Вдруг где-то, если кожу пробили, ничего страшного, старайтесь также потихонечку снять шкуру, кожу именно с чешуи. Потихонечку она все равно слезет. Больше лезвия обращаем к чешуе. Не ставим ни под углом к рыбе, ни внутрь, а именно к чешуе. Красиво, не правда ли? И вот такая красивая
Некоторые умельцы даже из нее делают всякие изделия, типа кошельков, сумочек. Но мы рыбаки, и нам не до чешуи. А вообще традиционно у нас не заморачивались. Подрезали чешую, подняв вверх нож, потому что поверхность чешуи большая, ее сложно как бы чистить. А когда мы ее разделим на несколько таких вот дорожек, то она легко начнет отделяться. Смотрим. Раз. Два раз. Ну что, вот так у нас красиво все получилось. Мне, если честно, нравится вот больше такая сторона, которая просто чешуя почищена старым методом. Красиво как-то смотрится рыба, как будто она до сих пор еще с чешуей. Ну а некоторые предпочитают вот так, типа белая, очень чистая. А как вам нравится больше? Напишите, интересно ваше мнение. Осталось совсем немного, буквально делаем, оставляю на уху, на малосол, немножко буквально с палец. Место возле головы, возле башки, потому что это такое вкусное место, которое любят есть все. Под голову и дальше вдоль хребта. Практически так же, как селедку, только рыба раз в 10 крупнее. Вдоль хребта аккуратненько, аккуратненько выходим под махалочкой. Далее заходим ножичком. Поэтому сейчас буду вырезать реберную часть, чтобы оставить чистое филе на жарку. А реберная часть пойдет в уху на варку. Сколько в нем икры. Икра — это отдельная вкуснятина. Так, эту часть я вырезал, ребра оставил здесь вместе с остовом. Они у нас пойдут в уху, в малосол, а вторую часть я сделаю с ребрами. Хочется, знаете, так вот жареные ребрышки поперебирать. Тоже свой определенный кайф в этом. Оп. Также, видите, держу так же, как здесь резал, и удобно, сподручно, именно слева направо под позвоночник. Тут сторона еще лучше всегда получается, потому что вплотную прям к хребту проходишь. Вот такая прекрасная рубашечка у нас получилась. С этой стороны с ребрами, с этой стороны без ребер. Как нравится вам, так и разделывайте. Хотите, делайте коктал, хотите, делайте балык. Но, в принципе, вы теперь все знаете. Умеете разделывать. Я же режу такими вот красивыми кусками. Приятными такими кусочками. Порадовать своих близких.
красота. Да и только. Икру мы забираем на икряники. Прекраснейший деликатес. Можно и посолить. Кто-то икру делает прям буквально, ест чисто икра и соль. Кто-то обрабатывает кипяточком. В принципе, пару роликов назад я показывал, как приготовить любую икру малосольную. Какие ястыки прекрасные. Шикарные ястыки. Опа. А у нас пузырь. Шикарный рыбий пузырь. Тоже определенный деликатес. Вкуснятина. Ну а почки, внутренности, все это пойдет курам. Прекрасно они это любят. Хорошо потом несутся. Не забываем, если вы готовите типа супа, ухи, обязательно нужно удалить жабры, особенно в семействе карповых. Именно у тех, которые питаются со дна. Есть, например, такой карповый, как жерех, и он питается далеко не со дна. Он в толще воды охотится на мелких нежных малечков, и, соответственно, жабры у него не такие горькие, не напитываются. А вот сазан, здесь даже можно наблюдать остатки жмыха, именно пропускает все через жабры. Непосредственно между хребтом и головой. Эх, тяжело вам показать. В общем, вот здесь делаем надрез, и вон там у нас проявляется Адамов камень. Его аккуратно ножом отковыриваем изнутри, со стороны жабер убираем и удаляем. Он также придает горечь в ухе либо в супе. Вдоль ребрышек делаем надрезы. И просто буквально потом позвоночник легко ломается. Ага. Два часа посол, смыть водой просто соль, и, пожалуйста, готово к употреблению. Какая красота, ребят, получилась. Ночку всего повисела. На самом деле, через 2 часа, если вы смываете такой балычок, его, в принципе, уже можно употреблять в еду. Вот. Я же люблю, когда вот так он немножко обвялится, подвялится. Вот капельки жира с него стекают, это уже не влага. Ночью он у меня провисел. И вот весь жирком обдался. Все, я его сейчас снимаю. А так, ребят, есть даже такие любители у нас, которые буквально 15-20 минут. Вода стекла с такого балыка, с такой селедочки. Такие капельки жира, прозрачного жира, просто невероятная вкусняшка. Вода с него стекает, и все, и как бы на тарелочку кусочками вперед. Всем снова привет! Мы сегодня в гостях у моей сестры Александры. Вот моя племянница Викуся. София ест уже, точит картошку с мясом. Тетя знает, что на брата лучше не рассчитывать. Естественно, я тебя знаю уже все твои 50 лет. Спасибо большое. Ты тоже в 70 хорошо сохранилась. Моя супруга Евгения и сын Лев помогает нам сегодня. У нас задача небольшая. Вот эту голову отличную приготовить в малосоле. Ну и вот эти замечательные ребра приготовить либо пожарить, либо, скорее всего, шашлыком. Поэтому пересыпаем все хорошенько солью. Все наши филе с излишком, так скажем. И прямо вот так хорошенько перемешиваем. Сейчас рыба сколько нужно, за пару часов, там за час, за полтора возьмет соли, сколько у нас есть время до готовых углей. Потом мы это все отмываем лишнее, зато рыба равномерно просаливается ровно.
И добавляем уже там немножко лучка, специй, лаврушечку, чесночок даже можно мелко сюда. Но сейчас пока что рыба должна схватиться, чтобы не быть квашней, не разваливаться, не как вареный, а именно вот такой структурой, как мы любим, когда рыбу копченую покупаем, горячее копчение леща в магазине, чтобы он такой был, знаете, плотный, тугой. Для этого и нужна вот эта соль, которую сейчас с излишком сюда насыпали. Все, отлично, в сторону. То же самое для малосола. Ребрышки, чтобы они не разваливались, чтобы они все было такое упругое, хорошее, вкусное мясо. Везде просыпаем солью, потом ее хорошенько вымоем. Все это пойдет у нас в котелок, в казан сегодня. Хорошенечко так, не стесняемся. Здесь соль нужна просто для того, чтобы отвести лишнюю влагу. Иначе рыба просто разварится и превратится в труху. Ну вот и все. Основной момент подготовки рыбы готово. Сестра со своим мужем Максимом купила дом буквально в прошлом году. Здесь, в этом поселочке. Поэтому пока так только-только все начинается. Но все равно мне уже так нравится. Все красиво. Очень интересно все. Посажено в клумбы. Все по делу. Потихонечку только начинается загородная жизнь. Очень рад за нее, на самом деле. Ты такой взрослый, ты такой вообще со скулами. Вот это да, вот это доброе утро. Глеб, ничего себе ты подрос! Иди хоть поздоровайся с дядькой со своим, с крестным. В следующий раз приедет, уже институт будешь заканчивать. Да, вот ты самый то. Ну-ка, держи 5. Оба! Красавчик, иди сюда. Как у тебя дела, дружище? А? Как? Хорошо. Че тут командуешь всем вот этим вот? Да? Да. Все твое хозяйство? А вот, Че? Что? Рассказывай. пацанами маршмеллоу большие. Клубнику уже ел? Ел. Ел? Зеленую? Да нет, там вчера. Садись. Садись. Там вчера одна была красная. Да ты че, вкусная? Да. Очень. Да, 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 да. Не знаю, надеюсь, все помните, ребят, этого Глеба, Хлеба. Буквально 2 года назад снимали с ним ролик, как раз тоже готовили сазаняру, шашлык, и он там был мальчик-одуванчик, а теперь он какой? Взрослый. А, не бойся, дядька же держит. Мой крестник. Вот такой пацан. Чтобы я не упал на этой тоненькой дощечке, надо меня держать. Держу, конечно. Не бойся, держит дядька. Уже разогревая воду, закинул туда крупную порезанную картошку. Сейчас еще лавровый лист и загружаем помытую башку и хребет с ребрами от сазана. Ну вот, наша рыбка подзакрепилась. Видите, структура ткани стала такая более жесткая. Сейчас ее промываем и закладываем. Буквально чуть-чуть промывка, такая не сильная. И закладываем в кастрюлю. Пойдемте. Все, картошечка у нас уже там пошла, голова, сазанья башка, всему голова. Вот такая красавица. О, какая. Сейчас немножко промываем. И лишняя соль уйдет в рассол, уйдет в суп. Опа. И в картошку заберет. Ребрышки пошли. Какие красивые. Ах, ребят. Вот так. Пошла лаврушечка. Купатики для детей с шампиньонами. Красота. А девчонки вон работают, клубнику рассаживают.
Вы так тут хорошо смеетесь, что мне хочется бросить готовить и с вами тут ковырять. Вы точно клубнику ковыряете, а не какую-то там кана? Я им туда и посадил. Все, последний. Я больше не буду. Будем делать бабки. Красота! Вот посмотрите. Жесткое такое мясо. Упругая, хорошая ткань. Рыба стала упругой. Красота. Теперь можно ее промыть, отмыть. И добавить специи, лук, какой-то маринад. Теперь она готова к мариновке. Впитывать что-нибудь вкусненькое в себя, специи. Без соли она будет просто такое, знаете, как разваривающаяся, как будто вы ее будете варить. И теперь промываем. Такие прекрасные куски вот пойдут у нас на решеточку. Именно в специях, во всем, что вы любите с рыбой употреблять. Вот что конкретно я сейчас добавлю. Не реклама, не подумайте, просто зашел в Магнит, купил вот первые попавшиеся 5 перцев, молотая пряная смесь, приправа к рыбе и овощи сушеный, укроп. Сейчас все это добавляю, перемешиваю, добавляю мелко порезанный сюда лук, чтобы он дал сок. И в принципе достаточно. Как только у нас сейчас все это вот освободится, решетка, можно будет ставить, делать шашлык из сазана. Люблю побольше укропов такие, супы, шурпы, шулюмы, ухи и луковицу обязательно. И будет красота, уже прозрачная уха получается. Здесь были замаринованы грибы, шампиньоны. Наливаю немножко масла. Беру специальную, все знают эту, для протирки, специальную кисточку для протирки противней и смазываю решетку. Укладываю потоньше по сторонам. Сначала даем жару, чтобы запеклась корочка, а потом потихонечку пару раз с каждой стороны томим, чтобы внутри мясо было, рыба была такой нежной, вкусной. Ну и здесь уже ушиться малосол доходит. Да, ребят, может быть, скажете, как-то неэстетично все здесь скопом после ремонта, после уборки. Да, действительно так, но это жизнь. Сестра недавно только купила дом в прошлом году, сейчас у них все это процесс идет. Я прекрасно понимаю те ролики, которые записываются очень красиво, в красивой обстановке, красивая еда. Но мне так странно кажется, когда в конце этот повар садится и ест огромные блюда, явство на, не знаю, на 1000 человек, и садится и пробует это все один. Ну, согласитесь, как-то это, ну, не знаю, не жизнь, что ли. Картинка красивая. Я вот приехал к сестре, у меня сюда приехала тетя моя, здесь у меня племянники сейчас, мои дети, выходной, сегодня 10 мая. И мы собрались вот на даче, да, ну, то есть собрались вот на доме. И как есть, готовим. Готовим самое главное вкусную еду, готовим в отличной компании, друг с другом общаемся. И сейчас я буду своих угощать. Именно угощать своих родственников, своих близких, вот тем, что ты поймал, приготовил. Мне кажется, вот эта жизнь, вот это правда, вот это вкусно, вот это любовь. Красота. И начинаю извлекать ребра, хребет, пробовать картошечку, как проварилась. Ой, картошечка чудо, значит хребет однозначно сварен, проварен. В принципе, уха готова. Можно только немножко 5 минут буквально подержать башку, потому что она огромная, чтобы все до основания сварилось. Я люблю ее объедать. И вообще у меня в моей семье принято, нас так деды научили, что в башке есть вплоть все до мозга, чтобы даже глаза, все съедается. Ну вот крупная голова, специально крупная картошка, она как индикатор большой головы, ну, она готовая. Значит, и голова уже будет, башка готовая.
Ой, какие кусочки прекрасные. Сейчас вот этой стороной внутренней. Смотрю, внутри нету. Нет, скроется нету. Ну как у него котельчик пристроен. Да, прекрасно. А здесь вот шашлычок из сазана. Прям оп. Красота. Все уже готово. Что там, стейчки тоненькие. Так, по-караванински. Оп. Немножко соли сверху. Рыба любит соль. Просто она ее очень любит. И когда говорят так, что рыба любит соль, это означает, что люди любят есть рыбу с солью. Обязательно рыбу лучше пересолить, чем недосолить. Пресная рыба хуже нет, чем пресная рыба. Вот если отвалилась жаберная крышка, то это значит однозначно башка готовая. И вон с нее прозрак какой сливается. Просто слеза. Красота. И вот теперь вот так сверху. Оп! О, прям чувствуется, она, видишь, вся шевелится. Прям вот она. А? Вкуснотища. И теперь сюда соль. По-караванински сверху вот так. И раз. Вот так чуть-чуть. И все. И пожалуйста. Отправляем на стол. Вот она красота. Невероятная. Сазанья сила. Ну-ка пробуем. Открываем чуть-чуть, может быть. Что, уже кусочек ушел. Отошел. Так, смотрим этот теперь. Подожди. О, смотри, прям четко. Вот отходит. Сама отвалится сейчас. Оп, все. Оп. Опа. А? Чудо чудное. Пошло все на стол. Красиво пошло. Там внизу лучок свеженький. Ох, и красота. Это про меня, да? Конечно. Про всех вас. Про всех наших девочек. Ты ехала на Большие Сады, Антоша. На Большие Сады ехала. Да. А потом... Ну что ж, мне даже губки Что не... здесь не хватает стульев хотя бы на сейчас. Стол твоя дочь вчера сама смастерила. А стол? Это мой старый стол. Но на нем сдулось И все. анекдот, который это... Со светом можно? Света, заходи. Антон, а у меня вообще О, есть такой ты уличный снимаешь, и я тут тоже. Я уже тороплюсь быстрее. Кок укладывает селедку по списку. Ничего страшного. Красота. Я бы так не уложил. Ну, Я бы сейчас конечно. просто ее Ну, горочкой всё, в навалку сделал и Да. все. Ну, я и так уже хорошо. в навалку. Жирная, да, красота? О, включи мне, дай мне света. Селедочка, каспийская, красота. Из говядины шашлычок. Шашлык из сазана. Отварная башка. И купаты с шампиньонами. Видишь как? Сынок, попробуй, вкусно или невкусно? Ну, как видно, уже ем. Значит, неплохо. А всем продолжаю, значит, вкусно. Все, уплетает за две стороны. Ну-ка, Глеб, попробуй, вкусно или нет? Так я не понял, вкусно или нет. Уже целый кусок съел. Ну-ка. Вкусно и не горячо. Да? Ну, отлично. Все, нам приятного аппетита. Все уже заждались. Они меня уже, ребят, ненавидят просто за то, что я эти съемки тут все в 2 раза дольше. Всем счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. А нам Спасибо, приятно. что зашли на огонек. Все, пока. Хлеб нужен? Вот я ем шашлык из рыбы. Очень вкусно и не горячо. Прием. Он действительно виноват.